Ребята, всем привет! Я в Москве. Вот, прилетела в Москву где-то на месяц. Я уже неделю в Москве, но я была немного занята различными документами и так далее. Вот, так что сейчас выбралась погулять наконец-то. Здесь очень красиво, но это только малая часть. Я приехала в район Театральная, Красная площадь. Вот, сейчас погуляю, посмотрю, что здесь есть интересного, потому что сказали, что в этом году большое внимание уделили украшению города цветами. По-моему, какой-то фестиваль цветов даже, если я не ошибаюсь. Здесь проходят соревнования по шахматам. Скорее всего, здесь могут принять участие абсолютно любые люди. Это очень интересно на самом деле, потому что раньше в Москве не было таких активностей, а сейчас есть. По крайней мере, здесь. Может быть, в других местах нету. Очень яркое солнце. Возможно, я буду иногда одевать солнцезащитные очки. Вообще, ребят, скажите, как вам приятнее смотреть, когда влогер, который снимает, он в солнцезащитных очках ходит или без? Потому что мне, в принципе, вот когда я смотрю других влогеров, мне, например, не принципиально. Поэтому пишите в комментариях, как вам было бы приятнее смотреть. Еще я сейчас заметила, что я только вышла на солнце, у меня уже телефон горячий. Я думаю, что мне нужно приобрести какой-нибудь белый чехол. У меня телефон очень горячий. Это нехорошо, чтобы телефон перегревался. Поэтому я думаю, что я посмотрю какой-нибудь белый вариант. Вот пришли в это место. Здесь, я так понимаю, что что-то типа выставки цветов, либо просто украшенные. Да, это просто украшенный такой небольшой сквер. Можно пофотографироваться, поснимать. И вот дело в том, что все отмечают именно в этом году такой акцент на цветах в городе. Вот там находится Кремль, Красная площадь за этим зданием. А сейчас мы подходим с вами к достоянию этого места. Это, конечно же, наш великий Большой театр. Хореографы, привет! Ребята, я сейчас ходила туда-сюда, до пешеходного перехода. Я просто ходила и искала подземный переход, который ведет на другую сторону. Я просто не могла найти. Для справки, я из Москвы, всю жизнь здесь прожила, и тем не менее, в центре Москвы я не смогла найти место, где я могу перейти на другую сторону, потому что, как я потом поняла, там какие-то переходы просто закрыты, сейчас перекрыты, ну и туда нет прохода, ни указателей, ничего, следовательно, нужно просто искать другие пути. Я прошла в другую сторону, чуть дальше, и там уже был выбор: наземный переход и подземный. Но подземный был чуть дальше, и мне с ним не по пути, поэтому я выбрала наземный переход. Вот я уже иду по другой стороне. О, на самом деле, действительно как-то жарко. Я такой день выбрала для прогулки, когда у нас одна из самых высоких температур сейчас здесь. Но ничего, мы сейчас с вами погуляем, потом где-нибудь охладимся под кондиционером. Ребята, я пришла в кофейню «Шоколадница», заказала себе лимонад алоэ с лаймом. Очень вкусно, освежает, но немного сладковато для меня, особенно для жаркой погоды.
И сегодня был выбор, куда поехать погулять. Я как-то в моменте по дороге к метро подумала, что, может быть, поехать на ВДНХ, потому что там много разных павильонов, там есть большие красивые фонтаны. Но потом я подумала, что действительно очень многие отмечают то, что в Москве этим летом везде все украшено цветами. Мне было очень интересно даже самой посмотреть, так ли это и насколько это масштабно. Причем, вы знаете, ребят, я думала, что я сейчас зайду и охлажусь под кондиционером, но кондиционер у них очень хорошо работает на цокольном нижнем этаже, но на первом этаже, где основной зал, он практически не работает. Здесь зимой перекрывают все дороги абсолютно. И здесь проходят новогодние выступления различные. Причем уже который год подряд. Раньше здесь не было таких новогодних представлений, а сейчас есть. На самом деле действительно очень жарко. Нужно приезжать либо прям с утра, когда еще действительно такая ощутимая прохлада, прохладный ветер, либо приезжать вечером, когда уже нет такого солнца. И вечером, кстати, тоже очень заметно прохладно. Здесь вот есть этот контраст. Я так понимаю, что это тоже просто одно из украшений. Вот видите, действительно, на самом деле в этом году сделали везде украшения, полные зеленью. Как будто бы я за неделю, которую я уже здесь и занималась делами, я отвыкла от палящего солнца. И сейчас, когда я выехала просто погулять в центр города, мне кажется, что я действительно как будто бы в какой-то жаркой стране, как Турция, не знаю, Египет, ну что-то такое. Причем здесь есть сторона тенька, на той стороне тенек, но я почему-то выбрала идти именно по солнцу. Наверное, потому что здесь более красивый вид. Сейчас нам нужно куда-то свернуть, потому что я не хочу идти через тоннель. Сейчас, конечно, здесь открыли очень много новых магазинов. Сделали эту улицу более наполненной как раз-таки магазинами. Опять же, все зеленое. Посмотрите, все вот эти скамейки, все украшено зеленью. И еще один знаменитый мост. Он полностью весь в цветах, абсолютно. Я не знаю, насколько их сейчас поддерживают, их состояние, но я думаю, то, что поддерживают. Ребята, привет! С возвращением меня! Я пропала тут на недельку, потому что опять же занималась делами. Пока я в Москве, очень много дел.
нужно все переделать. Сейчас мы с вами гуляем по району недалеко от метро Курская, Чкаловская. Сейчас посмотрим, куда мы с вами в итоге дойдем. Я решила сейчас пойти немного дворами, потому что там у дороги очень шумно, чтобы немного вам еще рассказать. Вот. Расскажите, как ваши дела, как проходит ваше лето. В Москве уже достаточно холодно, но это то, о чем я мечтала, когда я приеду в Москву, чтобы здесь было немножко прохладнее. Потому что в Анталии до сих пор очень жарко, и там будет жарко еще очень долго. Где-то до ноября, наверное. Вот, сейчас в Москве приятная прохлада. Можно насладиться свежим ветерком. Иногда солнце, иногда дождь. Уже все вперемешку. Но все равно очень приятно. Все-таки я решила вернуться немного к дороге, потому что здесь нету поворота. И, следовательно, я просто сейчас уйду очень далеко, и потом мне очень далеко придется возвращаться, скорее всего, слишком сильными обходными путями. Вот, поэтому я выбрала сейчас вернуться к большой дороге. Но я надеюсь, что все-таки там не будет очень сильно шумно. Вот. У меня сейчас в планах просто прогуляться, подышать свежим воздухом, потому что немножко подустала заниматься делами, бюрократией документальной. Вот. Правда, сегодня у нас дождливый день, но вроде как обещали, точнее, во второй половине дня не обещали больше дождь. Вот, поэтому я сразу вырвалась гулять. Я сначала хотела погулять в торговом центре Атриум, но когда я туда пришла, там оказалось очень людно. Вот, и я решила, что я приеду, точнее, буду ездить в торговый центр, наверное, с утра, потому что получается, что приезжаешь, например, днем, хоть и будний день, и там полно народу. Кстати, вот очень классный ресторан Аджахури. Мы здесь как-то праздновали мой день рождения сестры. Очень классное заведение, обслуживание просто потрясающее. Ну и еда очень вкусная, обалденный. Рекомендую. Москва, конечно, очень красивый город. Очень приятно просто пройтись, прогуляться. Я знаю, что здесь поблизости особых кафе, конечно, нету, но я думаю, что мы сейчас куда-нибудь дойдем и что-нибудь с вами найдем, потому что я хотела бы выпить какой-нибудь кофе. Я рассчитывала, что я в Москве буду где-то месяц, но получается, наверное, чуть подольше. Посмотрим, потому что с документами, как обычно, все непросто, учитывая, что я делаю все по прописке. Я из Москвы, и здесь прописано, но при этом там все равно они нашли к чему придраться и какую сложность создать. Вы видели сейчас это? Меня просто практически сбили. Вот, они все равно нашли к чему придраться. И в итоге я просто жду, уже там просто жду ответ от консульства. Я не знаю, я надеюсь, что они все-таки придут к какому-то решению положительному, потому что все документы уже, в принципе, готовы, но они не могут их выдать без подтверждения, вот, консульства. Там есть моменты, вот, ну, как они мне сказали, по российским новым законам.
Поэтому приходится просто ждать. Завтра буду еще уточнять, потому что уже пошла 3-я неделя, как я здесь. А у меня на руках нету еще ни одного готового документа. На самом деле это интересная ситуация. Но я надеюсь, что это, конечно, в ближайшее время у них все уже там разрешится. И просто все документы будут у меня на руках. Вот. И мы уже с вами продолжим вести влоги из Турции. Московский трафик. Это практически Бангкок. Там очень украшено как-то все, и музыка играет. Я сейчас обязательно туда пойду. Это чистые пруды. Парк, сквер. В принципе, по-разному можно назвать. Здесь либо было мероприятие, либо готовят площадку к мероприятию. Интересно, красиво. Наверное, все-таки будет что-то. Здесь гирляндочка висит небольшая. Вот тот самый чистый пруд. Тут зимой, конечно, просто полный лед. Даже я знаю, что дети бывают играют там. Вот. Очень красивый, приятный парк. В этом году, конечно, очень много что перекопано в Москве. Очень много где ремонтируют трамвайные пути. Понятно, что это все временно. Но когда живешь в другой стране, прилетаешь в родной город погулять, посмотреть, погулять по приятным паркам, местам, то просто натыкаешься на то, что все перерыто, перекопано, везде какая-то стройка. Понятно, что когда еще делать, как не летом? Не зимой же им все это со снегом вместе делать. Но это, конечно, немного портит общую картину. Вот. Но ничего страшного. Все равно красивые места они есть. По ним можно погулять. Вот. Просто вот как факт. Вот насколько все украшено цветами в этом году. Вот настолько же сильно много где что перерыто в этом году. Вот такие улицы на чистых прудах. Узкие небольшие улочки Москвы, где и трамвайные пути, и проезжая часть, и тротуар. Некоторые люди так смотрят, как я снимаю. Они, наверное, думают, что я именно их снимаю. Но это нормально.
Как же мне нравится центр Москвы. Какой же он красивый. Вот эти низкие дома, небольшие улочки. Здесь очень много всяких кафе, ресторанов, кафетерии, супермаркеты. Очень красиво. Я бы уже зашла в какое-нибудь кафе, но я никак не могу определиться. Здесь такой большой выбор. В центре Москвы всегда так. Очень много разных мест. Думаю, либо во что-нибудь новенькое сходить, или наоборот, то, что я уже знаю. Никак не могу определиться. Сейчас, может быть, что-нибудь найду. В принципе, здесь много разных мест, причем много разной кухни на любой вкус. И грузинская, итальянская, японская, все что угодно, фастфуд. Вот, поэтому главное просто определиться.